Дорогие братцы и сестрицы, господа, это уже 6-й выпуск в нашем вызове. Запиши 30 выпусков подряд и опубликуй их. Огромное спасибо всем вам, кто нас поддерживает финансово, кто нас поддерживает с комментариями. Спасибо всем, кто регулярно смотрит наши выпуски. Если кто-то из вас хочет, может поддержать нас на Boosty, Patreon и PayPal. Канал «Славянское дело», так называется с самого начала. Тогда это был только мой канал, сейчас мы ведем его вместе с моей супругой Анастасией. Эта мысль открыть какой-то вещальник свой, она всегда существовала, потому что мне хотелось как-то со временем поделиться со всеми знаниями, которые я получил на протяжении образования. И думал, что если я просто задерживаю все полученные знания только для себя, ну какая польза от этого? Значит, эти знания и этот опыт, все это помрет со мной. Ну, я его изначально задумал так, что я хотел говорить о славянском прошлом. Причем у меня был в голове такой концепт, который исходил из моей, ну как это назвать, матуральной или завершительной работой, которую нас пишут в конце средней школы. И я писал там о славянах. Эта работа включала в себя времена примерно 2-го тысячелетия до Рождества Христова по примерно 10 век после Рождества Христова. Так что хотел там создать какую-то картину, концепт того, как выглядела вся история славян. Это я хотел сделать потому, что мы в школе как-то проходили, наверное, как и вы проходили и проходите в разных славянских странах. Очень много акцента на истории Древней Греции, Рима, возможно, Египта, Шумера, Вавилона. На это обычно уходит целый год, и потом на 2-м году уже начинается история Европы, ну и история славян, и история тех славян, из которой страны вы по происхождению. То есть если вы из России, тогда будете учить русскую историю. Если вы из Хорватии, будете учить хорватскую историю. Ну, и очень там все потом по-разному, и делится это на историю государственную, да, на национальную историю и на историю зарубежную. Так это было у нас и в Хорватии, и в Словении. И мне показалось как-то, что нашей истории мы посвящаем очень мало внимания. И вообще наша школьная программа, сейчас говорю конкретно про Хорватию и про Словению, как будто все настроено так, что нужно как можно лучше познакомиться со всякими западными культурами, особенно с великобританской. Ну, не знаю, какова цель этого, чтобы люди все отсюда как можно быстрее уехали и начали жить на Западе. Не знаю, правда, я до сих пор себе не ответил на этот вопрос. Но, в общем и в целом, вся наша культура сейчас в Хорватии такая, что по национальному телевизору, когда вы смотрите, это ХРТ-1, ХРТ-2, ну там и другие еще есть 3-4, но это уже подробности. В основном там показывают всякие сериалы, фильмы, документальные фильмы, художественные фильмы, которые произведены именно на Западе, которые говорят о том, какая на Западе жизнь хорошая. Например, документальные фильмы такие, где показывают, где покупают дома, например, англичане, в какой части Великобритании, как эти дома выглядят. В общем, идет такая тихая, уже и не тихая, то, что я бы назвал престижация всего западного. И даже в школе, когда учился, помню, очень часто встречалось такое мнение даже у одноклассников, у одногруппников потом. Встречалось такое мнение, что наша история — это не что-то, чему стоит уделять внимание, потому что, мы все равно беднота такая. Но несколько исключений было всегда. Всегда было несколько таких учеников, которые интересовались именно своим, и которым не было безразлично то, что происходит у нас, то, как мы живем. И на самом деле, мне кажется, что мы живем не так уж плохо. У нас все спокойно, пока все хорошо. Конечно, что касается политики, можно было бы желать лучшего, потому что, это тоже как-то связано с этой политикой, как в Хорватии, так и в Словении. Мне кажется, что у нас не существует настоящая независимая политика. По крайней мере, те, кто правит нашими государствами на настоящее время, они, в принципе, то, что на Западе скажут, у нас просто скажут: ага, так есть, так будем делать. Никто ничего не спрашивает у народа, а народ у нас привык
просто принимать все, что происходит, и не особо активничать по этому поводу. Как говорится, честь исключением. Есть и такие. Но не хочу сейчас я о политике слишком сильно говорить. В общем, хочу вам представить эту общую атмосферу, какая у нас существует. Но я думаю, что это стоит изменить, что это обязательно нужно изменить, потому что каждому народу под солнцем Господь Бог уделил определенную территорию, если можно так сказать. Некоторые будут, знаю, уже бороться вот с тем, как я это выразил. Ну, неважно. Я так думаю, я так верю. И думаю, что лучше улучшать весь мир, а не просто переселяться на ту территорию, в те земли, где лучше, а все остальные пусть просто исчезнут. Если понимаете, о чем я. Тут такая занимательная вещь оказывается. Вы, кто нас смотрит уже давно, знаете, что я постоянно борюсь с лженаукой. То есть мне она сильно, так сказать, мешает. А почему мне мешает? Конечно, кто-то скажет, что мне кто-то заплатил за это. Но не в этом дело. Не в этом дело. Но сначала хочу сказать что-то, с чем я согласен с многими этими лженаучными кругами, потому что, я вижу и верю, что многие из них действительно хотят добра для наших государств. Только, на мой взгляд, не в правильном направлении это движется все. Почему? Я думаю, что, что касается, по крайней мере, таких разговоров про историю, про язык, этнологию, генетику и так далее, что нужно идти за аргументами и потом уже делать выводы. Не просто так, что мы сначала себе представили какую-то картинку о нашем прошлом, и потом все подстраиваем под эту картинку. Это не наука, это как раз то, в чем заключается лженаука и лженаучный подход. Потому что ему не интересно, что там на самом деле было, а есть предположение, что мы знаем, что было, от нас просто скрывают. И думаю, что это не дело. Но все равно все мы согласимся, думаю, в том, что все мы хотим нашему народу сделать добро. Я, по крайней мере, так надеюсь, что это так. Я в целом и в общем говорю обо всех славянских странах. Но, в общем, такая эта тема на сегодня. Я ее не совсем хорошо раскрыл, потому что, как говорю, это все часть этого нашего вызова записывать на камеру свою речь, разговаривать с вами, с аудиторией, с зрителями, слушателями, чтобы просто научиться более свободно рассказывать, более свободно общаться с камерой. Вот, это смысл. Но также мне это помогает думать о том, как потом готовить более серьезные выпуски, которые у нас потом, надеюсь, будут и продолжатся. По крайней мере, я так запланировал. То есть, например, у нас вчера был выпуск такой об археологических культурах палеолита, мезолита. Это было в таком смысле, что я просто об этом свободно рассказывал, да? А так, чтобы со всеми подробностями, там, это все-таки нужно подготовить как-то, и чтобы было больше карт, чтобы те, кто смотрят наши выпуски, могли легче себе представлять то, о чем мы говорим. А пока что только так. Так что на сегодня такой скромненький выпуск. Спасибо всем, кто посмотрел нас до конца, и уже увидимся потом завтра. Пока-пока. Несколько слов, дорогие друзья. Хотел сказать, что в следующих несколько дней, может быть, выпуски не будут выходить, потому что я буду находиться в местности, где все плохо с сетью, поэтому не знаю, насколько получится что-то выкладывать. И это будет такой маленький перерыв в этом вызове 30 дней подряд, так что потом к этому вернемся. Да, вот и все. Пока-пока.